Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас разбор полосатика, узора. У меня получилось, я долго с ним мучилась, ну недолго, не буду врать, один вечер, да. Но я пыталась найти самый оптимальный вариант этого узора. Понятное дело, что оригинал у нас связан на машинке, и там это все дело смотрится совершенно по-другому. Все 4 варианта, мной испробованные вот на этих двух образцах, я вам сейчас озвучу. По большому счету будет использоваться вот эта вот схема, одна единственная, только с несколькими вариациями. Вот в схеме сразу отмечу, что обозначен классический накид. Здесь я буду вам говорить, как это все делается. Нет двойных захватов. Вот есть разные накиды и разные спицы, что тоже немаловажно. Вот я использовала и 2 вида спиц. Я пыталась просто максимально приблизиться. Вот одни у меня 3 миллиметра, а другие 2. То есть разница в спицах 1 миллиметр. То есть между спицами разница. Итак, девчонки, давайте я сначала свяжу. Давайте я про пряжу скажу. Значит, что у меня с пряжей? Вот этот образец, синяя нить, это классический акрил, тоже тем более распущенный. Вот серая, это точно помню, что это Ярн Арт Милана. Вот, очень люблю я эту нить. Правда, она из бюджетной серии, но хороший состав. И наберите Ярн Арт Милана. И очень классная нить. Вот я уже ее довольно часто использовала. Она классная. Вот правда. Вот она классная. Это по моим ощущениям, которые я уже испытала. То есть то, что я держала в руках, с чем я работала. И могу точно вам сказать, что это классная пряжа. Она, конечно, стоит не так, как акрил. То есть это не совсем бюджетная, потому что это не акрил, там шерсть. Вот. В составе, но она нереально крутая. На своей цены она, безусловно, стоит, очень классная. Это моя рекомендация. Далее, вот этот образец, я его вязала только потому, что у меня, ну, цвета. Вы же видите, как в оригинале цвета. Так, итак, здесь у нас один образец, 1, 2, здесь где-то 3, сейчас все объясню. И вот это 4-й вариант одного и того же узора. Выбирать, конечно же, вам. Вы себе выберите, какой захотите, попробуйте все 4 варианта и определитесь. Вот точно как я. Я здесь вот вязала, мне понравилось, но это было совсем не то, что в оригинале. Вот совсем не то. Потом начала вот это вот вязать. Здесь уже поближе, да, но тоже не то. И вот 3-й вариант, вернее 4-й, здесь вот, здесь один ряд, вот, кстати, я провязала коричневый ряд точно так же, как здесь, совершенно не то. Далее пошла я вязать, вот эти 2 ряда отличаются вот тем способом, которым я вам сейчас показываю. Все остальные озвучу. Схема нарисована общая для всех 4. Итак, раппорт состоит из 4 рядов, в схеме 6, потому что 6 у нас вот здесь вот на 5-6, потом остановлюсь. Значит, у меня раппорт состоит из 4 рядов, потом смена нити. Итак, 1-й ряд лицевые петли уже новой нитью. Я специально оставила на светлой нити, чтобы вам было виднее, хотя на фоне белого стола, думаю, это наоборот бы было, коричневая нить была бы виднее. Ну да ладно, что есть, то есть. Далее, 2-й ряд изнаночный. Круговые ряды я принципиально здесь не рассматриваю, потому что если эта модель Кучинелли, она там летучая мышь, там кругового вязания вот никак не может быть. Поэтому вот поворотные ряды. 2-й ряд кромочную мы снимаем и провязываем 2 петли вместе лицевой. Каким образом? Вот смотрите, как у меня развернуты как бы петли, да? Я ввожу спицу слева направо,
и вот так вот провязывать. То есть я поворачиваю слева направо. Не вот так вот. Не получится вот такой вот шишибрика такого, да? Ну, как бы объемного такого. Вот. Поэтому вот так вот слева направо. Кстати, если повернуть, не надо поворачивать, вот именно, хотя, ну, вот так вот разве что, если вам так удобнее будет повернуть. Но мне удобно вот так, я вывожу и провязываю. Если вязать обычно две, вот так вот, как лежат петли, то получается совсем не то. Вот нету вот этого эффекта, да, вот этого объема. Так, мы просто провязываем до конца по 2 вместе. Так. И кромочная, изнаночная. Далее, третий ряд. Вот здесь вот разница 2 узоров. Вернее, в этом ряду разница 3 узоров. Вот этого. И вот если, давайте я вам попытаюсь показать. Вот смотрите поближе. Вот этот ряд и вот этот ряд. Видите? Вот разница в повороте вот этой вот петли. Вот здесь она повернута туда, а здесь туда. То есть, в чем разница? В накиде. Но это не, ну, накид, вот в этом случае, вот в этом узоре, это классический накид. Но в оригинале там дырка небольшая, девчонки, поэтому я ушла от этого накида. Значит, одна лицевая, это для всех 3 вариантов. Для вот этого делаем классический накид и провязываем лицевой. Да? Для вот этого я делала вот как мне удобно. Мне удобно вот так вот подхватить, сделать воздушную петлю. На схеме я просто не нашла, как она делается. И далее повторяю. Лицевая, воздушная петля. Лицевая, воздушная петля. И так до конца ряда. Вот этот ряд у нас отличается, у меня отличается, потому что здесь я делала, это я просто один ряд попробовала и сделала не так, как мне удобно, а вот так вот, наоборот. Видите? Вот так вот. Лицевая и вот так накинула, да, то есть повернула в другую сторону. Вот. Но оно отличается. Я же говорю, я искала способ, который у нас подходит больше всего для... больше всего похож на оригинал, да, вот таким вот образом. Давайте я и с накидом провяжу до конца ряда, чтобы посмотреть в изнаночном, за какую стенку, да, нам провязывать, вот, чтобы уже все разобрать. Изнаночный ряд у нас 4-й, просто изнаночные петли. Так, итак, изнаночный 4-й ряд, там где накид, я просто его провязывала изнаночной, ну то есть все ряды изнаночные, вот как лежит, так и провязала. Но если вы делаете накид, учитывайте то, что у вас будет больше дырка, то есть более ажурное полотно будет. Если вы будете вязать летний вариант, то понятное дело, что это вам подойдет. А, кстати, ой, я не сказала про метраж, про вот эту пряжу. Блин. Это у меня акрил 600 метров в 100 граммах. По 50 граммов у меня мотки, 300 грамм, 2 сложения. То есть 300 метров в 100 граммах акрил. Тут я просто за счет этого сочетание цветов взяла, и случайно это все дело очень красиво как бы смотрится. Сама нить хорошо. Так, теперь вот смотрите, вот эти, которые второй вариант я показывала. Здесь вот так вот за заднюю стенку, за заднюю, за заднюю.
за заднюю, за заднюю. И вот наоборот, а здесь за переднюю. В варианте за переднюю, во второй варианте за заднюю. Накид мы просто провязываем. Да, здесь вот за переднюю. Просто в чем разница? Сейчас покажу вам. Разница в повороте. Вот, смотрите. Здесь у нас вот эта воздушная петля. Вот, поверх идет петелечка справа налево, а здесь слева направо. Вот и вся разница. Ну, вы смотрите, как у вас лучше смотрится. С накидом вот побольше дырки. Вот. Вот и все. Это 4 ряда узора. Да? Далее, что хочу сказать. То есть 3 вида накида я вам показала. Добавление петли я вам показала. Раз, два, три. Вот. Еще у нас есть 4-й вариант. Вот этот вот. Тут то же самое, но тут есть 5-й, 6-й ряд чулочной глади. Лицевой ряд лицевой, изнаночный, изнаночный. То есть раппорт у нас состоит из 6 рядов. Вот. Для чего это я пробовала? Сейчас скажу. Потому что вот здесь вот достаточно такие корявенькие петли. Да? Ну, понятное дело, они выровняются. Вот, кстати, здесь я утюжком прошлась уже по-другому. Но здесь я пробовала, вот первый и второй ряд раппорта я вязала спицей 3 миллиметра, чтобы вот эти шишибрики, они были такие вот объемные. То есть первый ряд, смена нити, первый ряд лицевой и изнаночный, где по 2 вместе я вязала спицами толще. 3 ряда изнаночный, лицевой, изнаночный. Потому, да, 3 ряда здесь. Боже, я запуталась в рядах. 3 ряда чулочной глади. И далее мы переходим на смену нити, да, на следующий раппорт. А вот эти вот 3 ряда чулочной глади, и вместе с этим рядом 4, где делается накид, я уже вязала тонкими спицами. То есть, ну, спицами 2 миллиметра. То есть толстыми я вязала только первые 2 ряда раппорта, чтобы вот этот ряд, потому что вся красота узора вот именно в этой цепочке, да, которая поперек у нас расположена, и все основывается на эту цепочку. И вот если вот так вот в общем посмотреть, возможно, из другой пряжи вы попробуете, у вас будет идеально. Вот здесь вот оно кривое, да, косое кривое, а вот здесь вот ровное красивое. Вот и все, девчонки. Вот и все мои как бы наблюдения. Тут только пробовать про пряжу. Это понятное дело, что из этой я джемпер вязать не буду. Вот. Сказала сам узор. Ваше дело, как пробовать. Практика показывает, что каждый вяжет свое изделие. Проголосовать за следующий совместник вы можете в телеграм-канале, который я создала для общения. Вот она будет под видео в описании. Там опрос, там вы голосуете, и мы выбираем следующий совместник. А на сегодня все, девчонки. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока!